Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Макс, и сегодня я хочу поделиться очень необычной темой, да, очень интересными двумя видеорегистраторами, которые были доступны мне последние 3 месяца. Я очень активно их тестировал, очень активно снимал на них, потому что эти два продукта действительно поразили меня своими качествами, а точнее одной очень важной и очень полезной функцией для автомобильного видеорегистратора, а именно функции считывания номеров. Да, не функция распознания картинки в текст, а просто возможность фотографично, ну или хотя бы читаемо иметь видеозапись номера соседних автомобилей. Да, казалось бы, любой человек, который покупает видеорегистратор, первым делом подумает, что, конечно же, он читает номера. Однако это не любит говорить производители, это не любят говорить многие компании, да, потому что по читаемости описаний все регистраторы самые лучшие, самая лучшая оптика, самый лучший процессор. А где суть, где правда, как разобраться? И погнали. Давайте я расскажу и представлю новейшую модель от компании Xiaomi. Это регистратор Xiaomi M800, не A, а M800, сделанный на базе AMX678. Также есть инсайдерская информация, что, скорее всего, он сделан на базе процессора NTK, топовая линейка, да, сейчас не буду называть номер. Но, тем не менее, это очень интересный регистратор без экрана, со встроенной памятью и, кажется, функцией GPS. И все. Ну, естественно, функция Wi-Fi для коммуникации. И все, в нем нету никаких дополнительных функций типа AI, обработки видео, нету функции оповещения о камерах. Это достаточно базовый регистратор, функция его записывать. И это само по себе уже уникально и правильно, на мой взгляд. И также вторая модель не менее интересная, но это представитель не 4К устройств, а 2,5К матриц регистратора с поддержкой функции HDR на базе сенсора малоизвестного и достаточно дешевого, я бы сказал, одного из самых дешевых 2,5К сенсора с поддержкой HDR GC4663 на примере модели Neoline Flash 2K. Обе модели являются новинками, вышли на рынок в феврале этого года, и вот прям действительно обе модели очень хороши, забегая заранее. Давайте разбираться, что именно, почему мне они так нравятся, и поговорим вообще о проблематике читаемости номеров. Особенно сделаем это на примере ночной съемки, да, там, где проявляются все эти дефекты сильно. Днем, как правило, в целом все неплохо, даже без HDR. Но если мы снимаем ночью, то мы стараемся, чтобы общий кадр был видимый, и поэтому используют специальные параметры экспозиции и другие настройки, которые призваны из темных кадров получить больше света, больше информации, вытащить максимум контуров объектов, цветности и прочее. Но что же с номерами? Да? У нас есть машина, она светит вперед, и светит она на светоотражающую белую подложку номеров, которая возвращает свет большим сильным пучком. И мы получаем в одном кадре большой попытку вытащить темные объекты и видим пересвет светлого объекта. Да? Как следствие, номер становится нечитаемым, неразличимым, полностью белым или какие-то такие подобные эффекты машин, которые попадают в кадр. Да? Но на практике это далеко не так. Люди, кто начинают разбираться в этом, уже купив регистратор, понимают, что ситуация гораздо более сложная. А стоп-кадры, которые показали производители, вообще они не смогли даже найти у себя, потому что у них нет таких чистых стекол, нет таких чистых номеров на соседних автомобилях и прочие осложняющие факторы для выполнения этого ожидания, а именно считывания с номеров. Ну, скажем так, счастье и правота заключается в том, что в реальности почти все ДТП заканчиваются относительно мирно. Люди в итоге, наверное, жмут друг друга руки, подписывают европротоколы или там на разборе в ДПС, решают эти вопросы. Но в любом случае никто не уезжает, и поэтому читаемость номеров-то в принципе не нужна. Но, однако, есть случаи, когда один из людей скрывается, да, зная свою виновность, или, например, вы ищете свидетеля, да, на рядом проезжающего автомобиля, вам нужно было увидеть какой-то номер, да, чтобы понять, как найти человека. Для таких случаев читаемость номеров действительно очень важна. И, на самом деле, надо понимать сложность этой ситуации в том, что у регистратора есть, как правило, 2-3, ну, максимум 4 секунды, чтобы схватить его номер, да, а в одной секунде, как правило, 30 кадров, да, то есть всего лишь там 120 кадров для того, чтобы считать номер. Это, на самом деле, не так много, да, не так много. И давайте разберемся про то, как потребители сейчас могут
выбрать свой регистратор. Да? Заходя к карточке товара, мы видим название матриц, видим разрешение. Это все очень важно. Но, однако, в целом, это никак напрямую не связано с читаемостью номеров. И один из, не мифов, конечно, не мифов, но стандартных решений, которые предлагаются на рынке, это повышенная частота кадров в секунду. Да? То есть, если обычный регистратор снимает 30 кадров в секунду, то есть устройства, которые способны забирать с матрицы 60 кадров в секунду и сохранять все их на карту памяти. Это круто и призвано действительно увеличить шансы на считываемость номеров. Кто-то скажет, даже в 2 раза увеличить шансы. Но, однако, правда заключается в том, что увеличение точно есть, но насколько, ответить достаточно сложно. Да? Потому что все кадры делаются примерно по одним сценариям, по одним параметрам. И основные базовые настройки изменяются от кадра в кадру незначительно. То есть отвечают изменениям внешнего фона, чтобы электроника подстроилась. Хотел бы отметить, что 60 кадров в секунду — это неплохая функция, и она имеет место быть, особенно для устройств на разрешении Full HD. Однако, если мы говорим про разрешение 2,5К или 4К, увеличение разрешения значительно увеличивает объем записей. И могу сказать, что есть очень большая проблема на рынке регистраторов с картами памяти, да, потому что большинство карт, которые вы можете купить на Озоне или еще на другой площадке, они будут гарантированы не такими хорошими, как там написано, да, то есть скорость записи там в 20 мегабит в секунду на самом деле имеет не так много карт памяти, а регистраторы пишут с потоком 13, 15, да, даже 18 мегабит в секунду, а 20 мегабит зачастую для многих устройств это предельный показатель, да, поэтому выбор карты памяти — это очень важный аспект. Но если мы говорим про 60 или 120 кадров в секунду при разрешении 2,5 или 4К, то это очень большой тяжелый поток, и для использования его не подойдут просто карты 10 класса, нужно использовать карты специально созданные для экшн-камер в 4К. Поэтому повышенная частота кадров хорошо, это точно неплохая функция, однако она, на мой взгляд, не решает полностью проблему читаемости номеров. Данный функционал требует поддержки с железа, как процессора, так и матрицы. И вообще, в принципе, HDR — это достаточно ресурсоемкая задача для устройства. Поэтому, как правило, только старшие линейки сенсоров, старшие линейки процессоров полноценно поддерживают данный функционал. И HDR, чтобы вы понимали, это не один кадр, а 2 кадра, которые электроника склеивает в один. Один кадр с медленной выдержкой, другой с длинной, с разными параметрами автоэкспозиции, экспозиции и прочее, которые склеиваются, и создается картинка, стоящая по факту из 2 кадров. И действительно, именно этот режим с особыми настройками, с особыми доработками под конкретное железо, под конкретную сенсор, матрицу и вообще корпус дают магию, которая заставляет читать номера. Забегая вперед, сразу показываю, рассказываю. Здесь вот сбоку будет больше информации об этом. Но я старался изо всех сил и буду показывать попеременно на примере разных устройств. Сперва там Xiaomi M800, потом на примере регистратора Flash 2K. И разные будут режимы. День, яркое солнце стандартный, да, там ночь или какие-то специальные сложные условия в виде вечера с ярким солнцем, да, то есть, как правило, все люди ожидают работы регистраторов в стандартных режимах, да, там день-ночь, однако режимов гораздо больше, уровень освещенности сильно влияет на картинку, и, в общем, рассказываю и даже поговорю о недостатках технологии. Если смотреть на видеозаписи Xiaomi, то в целом мы видим особенность данного регистратора, несмотря на то, что он супер топ, супер премиум, и это вообще действительно достойное железо. Несмотря на все это, я бы отметил немного неидеальную картинку с моей точки зрения. Если вы смотрите, то вы видите, что впечатление от картинки действительно вау. Однако мы видим избыточный белый тон и избыточный черный тон, да, то есть нету и недостаточно освещенности в темное время суток. То есть, если мы смотрим на дорогу, то мы хорошо видим машины, хорошо видим проезжую часть. Однако обочина вся сваливается в черный цвет, потому что это сделано с целью уменьшения черного диапазона. Это позволяет сложным объяснить, однако мне не нравится, как выглядит такая картинка, если подходить с точки зрения идеального регистратора. Да? В моем понимании идеальный регистратор также должен снимать и обочину. Да? Примерно, например, под мостом мы едем, и здесь вот четко видно то, о чем я говорю, где в одном регистраторе видна боковая часть, там, где едут
соседние полосы навстречу, и там, где просто практически чернота, да, у Xiaomi Mi 800. Наверное, это самый большой недостаток, который есть в устройстве, и давайте разбираться дальше. Я также покажу отдельно крепление, как оно выглядит снаружи, да, вообще, в принципе, наверное, Xiaomi Mi 800 это очень крутой регистратор, потому что он во многих аспектах нестандартный, при этом когда я его взял в первый раз в руки, мне он даже не понравился. Но с моментом использования, с моментом установки, понял, что это хорошее, сбалансированное решение, и это точно топ за свои деньги. Потому что матрица AMX678 крайне дорогая, да, то есть я знаю, что регистраторы некоторые стоят в закупке гораздо меньше, чем только матрица с линзой на AMX678. Действительно, если брать какие-то стандартные матрицы, то AMX678 4-5 раз дороже. И вообще-то она недоступна всем производителям, она доступна только на ее умеют подключать только на топовых процессорах, и это накладывает достаточно большое количество ограничений по использованию этой матрицы. И до сих пор не так уж много производителей, кто действительно с ней работает. С своей стороны могу сказать, что без HDR возможна читаемость номеров, и я видел регистраторы, где это настроено, однако эта вероятность все-таки ниже. HDR действительно увеличивает вероятность на читаемость номеров. Но при этом не стоит думать, что это, безусловно, абсолютное значение читаемости номеров. Да? То есть, когда я вам показываю какие-то скриншоты, вы можете видеть, что там есть в одной секунде 30 кадров, из этих 30 кадров хороших 5-6, да? Иногда один из 30 кадров. Это правда, да. Все в машине динамично, едет встречка, едет машина тебе в спину, по-разному отражается свет, по-разному падает отражение, разная частота номеров, разная частота фар. Все это точечно влияет на читаемость номеров, да и даже, не знаю, водный камень, который остается на стекле, на самом деле создает существенные преграды для читаемости номеров. Не определяйте свою покупку только наличием HDR-функции, потому что она нужна далеко не всем. Многим, точнее, даже важны просто другие функции в устройстве. Да? Кому-то важен, например, принципиально 5G в устройстве, да? То есть он должен иметь быструю возможность скачивания файлов. Кому-то важно наличие поддержки карт памяти 512 гигабайт для того, чтобы действительно охватывать большой период времени. Кому-то важны парковочные режимы, кому-то важен EDOC, да, оповещение о камерах. Есть разные аспекты, поэтому не делайте вывод просто в стиле, если нет HDR, я его не покупаю. Нет, я, например, тестировал много Xiaomi A800, и мне достаточно сильно нравится картинка с этого устройства. И вот сейчас тоже приведу пример. В целом, про читаемость номеров можно положительно отметить данный регистратор. Он иногда или чуть реже, но тоже способен считывать номера при стандартных своих настройках. И чтобы тоже не задумывались или не сомневались, что эта функция очень простая, включил галочку, и она заработала, no. Нет, все это работает не так, и по сути оптика — это физические параметры, и физические параметры очень сильно влияют на софт, поэтому, условно говоря, меняя линзу, меняя местоположение камеры, меняя дизайн камеры, уже настройки тоже должны быть переписаны с нуля опытным путем в лабораториях и на дороге. Я, кстати, тоже очень люблю гибриды, у них есть свое преимущество, но в целом, наверное, я склонен продвигать ту точку зрения, которая зародилась несколько лет назад, я с ней был не согласен, но в целом можно сказать, что хороший гибрид, наверное, все-таки будет уступать по видео и радарной части двум отдельным устройствам. Да, то есть монодевайсы, которые только снимают или только детектируют, скорее всего, будут иметь небольшое, но все-таки преимущество перед устройствами, которые делают все два в одном. Потому что на устройствах два в одном больше нагрузка, больше процессов, больше коммуникационных сложностей, которые могут приводить к задержкам, не идеальной проработке кадра и прочим параметрам. В конечном счете все они связаны с ресурсами процессора, возможностями железа и прочими параметрами, которые зачастую лучше разнести по отдельным девайсам. Хотя гибриды я тоже люблю, я буду много рассказывать про гибридов в своем блоге, поэтому даже не сомневайтесь. И 4К гибриды в нем будут. Всему свое время. Но сейчас рассказываем про топовые регистраторы, где впервые я увидел такой полезный HDR-функционал. Рынок склонен максимально удешевлять продукт, то есть использовать дешевый процессор, дешевые матрицы и пихать туда вообще миллиард функций, большие экраны, не знаю, карты, все что угодно. Все это негативно влияет на качество съемки. И, честно говоря, Flash 2K снимает так хорошо, возможно, потому что это монопродукт, который сделан специально, буквально под одну функцию. И это его преимущество,
Преимущество в размерах, преимущество в качестве съемки, преимущество в цене. Регистратор M800 это вообще топовейшая штука, еще лучше, еще круче. И вообще я прям влюбился отчасти в этот регистратор. Но у него столько косяков, да, во-первых, его невозможно купить, во-вторых, у него нету международной прошивки, соответственно, у вас нету нормальных часов, у вас постоянно неправильное время показывается на экране. Ну и всякие такие другие мелочи. Но, безусловно, это крутейший видеорегистратор. Окей, давайте будем закругляться. Я надеюсь, что данное видео было вам очень полезно. Если вы эксперт и действительно разбираетесь, пожалуйста, напишите свою аргументированную точку зрения внизу. Если вы просто пользователь и видите регистратор, что он офигенно снимает номера даже ночью, пожалуйста, поделитесь этой информацией, что за модель, что за матрица вообще. Расскажите о ней в комментариях, пожалуйста. Это очень полезно. Невозможно собрать такой реальный опыт эксплуатации самому. Это можно сделать только с помощью сообщества и других людей. Если у вас регистратор VIOF с матрицей MX678 или MX675, пожалуйста, расскажите тоже, как снимает он. Всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Я очень благодарен за ваше внимание. Надеюсь, вы получили и позитив, и пользу от этого видео просмотра. И желаю вам всего-всего самого доброго. Всем спасибо, всем пока.